Безусловно, самый главный, наверное, сейчас вопрос, это, конечно, вопрос о переговорах. И сейчас очень много идет голосов из дипломатических кругов, экспертов и так далее. Ну, проще говоря, нас мирят вот очень активно. И разные версии и так далее. Но вопрос, а с кем договариваться в Киеве сейчас? Опять же, господин Келлог выступает с инициативами, это уже, наверное, новая администрация, если его, конечно, утвердят, и так далее. Сергей Викторович, как вы видите ситуацию в этом вопросе? Вы знаете, много уже на эту тему было сказано. Президент неоднократно к этой теме обращался, в том числе и во время прямой линии, до этого на клубе «Валдай», в ходе других мероприятий. Нас не может устроить пустой разговор. Пока все, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они привели себя в порядок, дополнительную мобилизацию осуществили и так далее. Перемирие – это путь в никуда. Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и, конечно же, законные интересы безопасности наших соседей. Но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей. И эти договоренности должны прежде всего касаться первопричин украинского кризиса, главная из которых, или две главных из которых, это, во-первых, нарушение всех обязательств не продвигать НАТО на восток и агрессивное поглощение натовцами всего геополитического пространства, вплоть до наших границ. И Украине была уготована эта участь, да и сейчас об этом продолжают говорить. И вторая первопричина, конечно же, это абсолютно российские действия киевского режима после госпереворота, когда официально было провозглашено и затем законодательно закреплялось истребление всего русского языка, средств массовой информации, культуры, даже использование русского языка в быту, ну и запрет канонической украинской православной церкви. Поэтому, когда нам говорят про то, что вот Россия выдвигает предварительные условия, это не предварительные условия, это требование выполнить то, о чем раньше договаривались. Нам, как выясняется, лгали. И когда заверяли, что НАТО не будет продвигаться на восток, и когда подчеркивали свою приверженность урегулированию на основе устава ООН, но категорически забывая о том, что в этом уставе есть не только подтверждение принципа территориальной целостности, там есть и принцип равноправия и самоопределения народов. Причем Генеральная Ассамблея долгое время рассматривала взаимосвязь между этими принципами и постановила в своей мудрости консенсусом, что нужно уважать территориальную целостность всех государств, чьи правительства уважают принцип самоопределения и в силу этого представляют все население, проживающее на соответствующей территории. Ну как может киевский нацистский режим представлять интересы крымчан, жителей Донбасса, Новороссии, которых он сразу после госпереворота объявил террористами и начал против них войсковую, так называемую антитеррористическую операцию. Вот вы знаете, инициативы Китая, Бразилии по украинскому кризису, они все подчеркивают необходимость уважения устава ООН. Упоминается от случая к случаю принцип территориальной целостности. Мы говорим с нашими китайскими, бразильскими друзьями, другими странами, которые сотрудничают в продвижении этой продиктованной самыми добрыми намерениями инициативы, о том, что устав ООН гораздо многограннее, чем просто принцип территориальной целостности. Принцип самоопределения народов, он не менее важен. Если бы не этот принцип, то, наверное, были бы проблемы с проведением деколонизации африканских и других народов. Именно этот принцип стал международно-правовой основой деколонизации. А деколонизация отразила нежелание, неготовность, невозможность африканских народов жить под управлением колонизаторов. Вот ровно так же население и Крыма, и Донбасса, и Новороссии не хочет, не может и никогда не будет жить
под управлением нацистов, которые захватили власть в Киеве. Стало быть, вступает в силу принцип самоопределения народов. Они самоопределились. Крымчане в 2014 году, а вот пару лет назад Донбасс и Новороссия. И это уже реалии, которые отражены в нашей Конституции. Поэтому, если мы хотим говорить всерьез, то нужно относиться к принципам устава ООН не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи. И, конечно, не забывая столь любимый Западом принцип уважения прав человека. Это не Запад придумал, это написано в уставе ООН. В самой первой статье устава говорится, что все обязаны уважать права человека, независимо от пола, расы, языка и религии. Русский язык истреблен законодательно на Украине. Религия каноническая Украинской Православной Церкви запрещена. Поэтому я считаю, что все те, кто хочет искренне помогать искать основы для урегулирования кризиса, не могут обходить вниманием его первопричины. Напомню, что председатель КНР Си Цзиньпин в своей инициативе о глобальной безопасности в феврале 2023 года, которая была посвящена в целом любым конфликтам и принципам их урегулирования, особо выделил в тексте этого документа необходимость увидеть и устранить первопричины любого конфликта для того, чтобы его урегулировать. Ну и хотел бы также коснуться, вы упомянули господина Келлога, который как бы анонсирован в качестве будущего спецпредставителя президента Трампа по Украине. Он вот тут недавно заявил: мы увидели попытку России и Украины в рамках Минского процесса, которая провалилась. Поэтому мы ее не будем повторять, сказал он. На самом деле, ну, конечно, господину Келлогу, ему еще предстоит погрузиться в украинское досье поглубже, но Минские договоренности – это была не попытка, это были подписанные документы, которые были гарантированы дополнительной декларацией лидеров России, Украины, Франции и Германии, где было сказано о том, что евроатлантическая безопасность будет учитывать интересы всех стран, где было сказано, что будут восстановлены усилия по созданию единого пространства от Атлантики до Тихого океана. Там много чего было сказано. Ничто из того, что было записано в этой декларации, равно как и в самом Минском документе касательно обязанностей украинского режима, ничего не было выполнено. А ведь это, еще раз подчеркну, документ, который был согласован, подписан на высшем уровне и был одобрен единогласно в Совете Безопасности ООН. Поэтому, наверное, господину Келлогу нужно поглубже в этом разобраться. Минские договоренности были не попыткой, это было решение Совета Безопасности ООН, которые растоптали при поощрении Соединенных Штатов. И Порошенко, который в качестве тогдашнего президента Украины подписывал, и бывшие лидеры Германии Меркель и Олланд. Они все трое год назад, по-моему, признались, что и не собирались эти Минские договоренности выполнять. Нужно было время накачать Украину оружием. И сейчас все те идеи, которые витают в воздухе, которые гораздо менее обязывающие, чем Минские договоренности, тоже практически преследуют ту же самую цель – выиграть время для нацистского режима. Как сказал президент Путин, мы готовы рассматривать любые серьезные конкретные предложения. Рассуждать, гадать на кофейной гуще сейчас, наверное, преждевременно. Я очень надеюсь, что администрация господина Трампа, включая господина Келлога, вникнут в первопричины конфликта. И мы готовы всегда к консультациям, готовы еще раз, если кто-то не понимает нашу многократно и доступно, предельно ясно изложенную позицию, готовы всегда эту позицию подтверждать. Открыты к любым переговорам, если переговоры будут по сути, о первопричинах и о тех принципах, о которых сказал президент Путин в июне нынешнего года, выступая здесь, в Министерстве иностранных дел, и которые, особо отмечу, не являются никакими предварительными условиями. Это требование выполнить то,
под чем все подписались, принимая Устав Организации Объединенных Наций.